Всем привет, дорогие друзья! Начинаю записывать для вас новый влог. И, как вы можете посмотреть в окошко, этот влог можно назвать таким опять зимним влогом. Сегодня ни с того ни с сего такая снежная пурга развязалась, что я даже не ожидала. Просто хлопья снега летели, летели, летели. Но теперь они смешаны с мокрым снегом. Короче, вы можете себе представить, что творится на проезжей части. Я сейчас вынуждена была выехать из дома по делам. Если бы не это, никогда бы в жизни носа не высунула из дома в такую погоду. Но ничего. Буду надеяться, что опять-таки тепло к нам придет, и хотя бы вот эта вся зимняя мокрая, я не скажу, что это сказка, это просто зимний кошмар, уйдет и сменит место какой-то более такой приятной погоде. Но давайте на погоду уже не будем больше, на погоде не будем больше акцентироваться. Что я хотела вам сказать. Некоторые меня спрашивают, вопреки тому, что у меня уже было несколько роликов, я с вами делилась своими впечатлениями, своим каким-то опытом на тему польской косметики. И не только польской, но на тему той косметики, которую я использую в повседневном уходе, и также, может, и моя семья. Вот, многие из вас это все видели, но также задают вопросом, чем я пользуюсь и что предпочитаю, что советую. Поэтому, так как уже давненько не было, наверное, в этом влоге тоже уделю несколько минут на то, чтобы вам рассказать. Но также поделюсь с вами своими, как сказать, не то чтобы своим опытом, но какой-то своей философией, от чего зависит хороший, как сказать, внешний вид кожи, состояние кожи, вот, ваших морщин, не морщин, и как должен выглядеть такой уход, чтобы выглядеть, может быть, даже моложе. Но не всегда это только зависит от косметики, поэтому сейчас у меня нету времени об этом с вами побеседовать, но приеду домой, засниму вам то, что у меня где-то там насобиралось в закромах, то, чем я пользуюсь, покажу вам последние пустые баночки, но и также поделюсь с вами очень полезной информацией и очень полезными наблюдениями. Итак, друзья мои, я уже дома и, как обещала, приступаю к той теме, которую затронула немножко раньше. Вы не удивляйтесь, что у меня еще сзади елочка. Это, наверное, уже последнее видео, когда она будет красоваться у меня на заднем плане. И не удивляйтесь, почему так долго елка стоит у нас дома. До 2 февраля в Польше елку держать разрешается, так же, как и во всех костелах до 2 февраля вся рождественская атрибутика будет присутствовать, потому что 2 февраля праздник Матки Боskiej Громничной, и после этого все убирается. Поэтому мы тоже придерживаемся этого правила, наслаждаемся елкой. И скажу вам, что не все держат елку до этого времени и придерживаются этого правила, этой традиции. Многие убирают ее намного раньше, но у нас есть такая возможность, у нас сосна, она не осыпается, и мы вот это рождественское удовольствие продерживаем как можно дольше, вечером включаем огоньки и наслаждаемся этим временем, потому что оно наступит только через год. Поэтому вы также наслаждайтесь вместе с нами, если елки у вас уже дома нету. Итак, я обещала сказать пару слов о косметике и о уходе. Я посмотрела и пришла к выводу, что те баночки, которые у меня еще собрались, я о них уже рассказывала в предыдущих видео, поэтому, если кому интересно, обязательно загляните. Если я не забуду, я оставлю также ссылочки у меня под этим видео на те ролики, в которых я рассказывала поподробнее о польской и не только польской косметике. И сегодня я покажу вам те несколько средств, которыми я действительно сейчас в данный момент пользуюсь, и думаю, расскажу пару слов на тему того, что я думаю об этом всей, даже, может, индустрии, связанной с красотой.
Итак, польская фирма Зжая, бюджетная, хорошая, качественная. Все привыкли, что у них уходовая косметика, но, обращаю ваше внимание, у них есть также пасты для зубов, лечебные пасты, которые, видите, и для детей, и для взрослых, без ограничений. Это у меня с шалфеем, еще была одна для чувствительных дёнсел. Я очень ней довольна и попала на скидку, купила несколько тюбиков, долгое время пользовалась, и эффекты меня просто порадовали, поэтому присмотритесь. Еще один крем фирмы Жая, вот в такой большой 200-миллиметровой упаковочке. Это их такой культовый крем оливковый, легкая форма, посмотрите, видите, для сухой и нормальной кожи. Так он выглядит, очень много крема. Я сейчас, вот видите, в данный момент ним пользуюсь в зимний период. Такой у него хорошая консистенция, хорошо он впитывается, быстро впитывается, ненавязчивый легкий аромат. Цена очень бюджетная, видите, бюджетная упаковочка. Вот такая консистенция крема, очень такая нежная, приятная. Его я купила, когда была акция, вообще взяла пару баночек за копейки, просто за копейки, и результат меня даже очень удовлетворяет, поэтому иногда его беру. Сейчас на мне вот такая тушь Extra Lash Long фирмы Rimmel. Некоторое время не пользуюсь, и скажу вам, тоже купила ее просто на какой-то акции. Нужно было какую-то тушь, и вот это попалась мне под руки, я купила, но и осталась с ней довольна. Покажу вам еще сейчас щеточку, скажу вам, что за те копейки, которые я купила, я довольна их качеством. Сейчас вы можете посмотреть, как я выгляжу в этой туши, как на бюджетный такой вариант, даже очень неплохо. Вот такая щеточка. Мне лично ней удобно пользоваться. Тушь не осыпается, но она и не такая супер водянистая. Мои лично ресницы выглядят нормально, они такие более такие упругие, более насыщенные, как сказать, и удлиненные. Поэтому я, можно сказать, довольна. И еще один мой фаворит фирмы Жая — это крем под глаза против морщин с петрушкой, с добавкой витаминов. Я уже ним пользуюсь на протяжении многих лет. Конечно же, я периодически меняю что-то, но в основном я пользуюсь им и скажу вам, что очень довольна консистенцией, ценой, качеством. И я не любитель дорогих упаковок. Для меня главное, чтобы продукт подходил и не вызывал у меня аллергию. Я, наверное, не соглашусь с тем мнением, когда говорят, что макияж — это нужно нарисовать себе лицо. Вот с этим я тотально не согласна. Зачем себе рисовать то, чего нету? Нарисовать себе лицо. Я придерживаюсь такого правила, такой мысли, такой философии, что макияж — это возможно скрыть изъяны, которые действительно бросаются в глаза и неприятны, и также, с другой стороны, подчеркнуть свои достоинства и качества. И это все. Зачем рисовать себе то, чего на лице нету? И, например, если вы смоете макияж и появится совершенно другая личность, совершенно другой человек, от которого останется только цвет волос и голос. Но я несколько раз в жизни видела таких девочек, и я скажу честно, даже тоже как-то была немножко разочарована тем, что было на лице, а потом тем, что стало. И я никогда себе такого не делала, я только, вот как сказать, подчеркиваю какие-то черты лица, которые мне хочется подчеркнуть, да, которые, может быть, не так ярко выражены, как бы мне хотелось, вот, но чтобы сидеть и делать макияж каждый день по 2 часа, это не про меня. Я столько времени тратить не буду, и не только времени, и денег также, потому что для меня уже некоторые макияжи, как сказать, я не могу назвать это макияжем, для меня это просто актерский грим, когда надо накладывать себе другое лицо и 2 часа накладывать все вот эти слои и прослойки. Это для меня как актерский грим перед спектаклем. И столько всего носить на лице целый день и потом это все смывать,
Ну, кому нравится, конечно же, я не буду никого осуждать, но эта история не про меня. Некоторые скажут, а как же вот эти все изъяны скрывать, это же надо все затушевать, закрасить, запудрить. Я даже пудру не каждый день использую, вот, только по таким случаям, когда действительно, может, слишком лицо блестит. Вот. Но что же я делаю? Я предпочитаю не скрывать, как сказать, уже следствие того, что произошло, а постараться понять причины. И надо начинать от хорошего сна, от какой-то правильной пищи, например, узнать, пойти даже к врачу, спросить, возможно, возможно, кто-то употребляет такую еду, которая вызывает аллергию. У меня, например, долгие годы вызывал аллергию шоколад, и мне пришлось его, как сказать, ликвидировать, удалить из своего рациона. Я много лет не ела шоколада, потому что если я его съем, у меня начинается сразу на лице какая-то разыгрываться страшная история. Поэтому так, кому-то может нельзя острого, кому-то может нельзя чего-то слишком много сладкого. Да? Вот надо разобраться в своем организме, что выскакивает на лице вследствие употребления какого-то там аллергена даже, да? Потому что сейчас аллергия очень распространена, и она также может иметь свое место и свое отражение потом на лице. Если, например, пятна под глазами, может, нужно проверить почки. Ну, надо связаться со своим лечащим врачом и вот эти вещи тоже, как бы сказать, прозондировать. Возможно, зачем замазывать, если нужно просто подлечиться. И тогда эти все негативные явления, которые видны на лице, они исчезнут, и также вы улучшите состояние своего здоровья. Если, например, не нравится цвет лица, можно некоторое время пропить морковный сок, тогда улучшается цвет лица. Или же, например, больше пребывать на свежем воздухе. Возвращаясь домой, 1-2 остановки пройти пешком, чтобы не напрягать себя, если нет времени на какие-то такие длинные прогулки. Вот. Просто одну остановку до работы, одну остановку после работы, например, пройти пешком и подышать свежим воздухом. Вот подумать вот про такие обычные элементы ввести в свою жизнь, которые намного улучшают и качество жизни, и также ваш внешний вид. Я вот за такие простые и эффектные решения, потому что меня тоже в спортзал не затянешь, я никак не могу найти время вот так вот, чтобы 2-3 раза в неделю идти в спортзал. Но, например, чтобы сделать несколько там, не знаю, 10, 20, 30 приседаний утром, это, наверное, на это есть, наверное, время у каждого. Ну и также систематичность во всех своих действиях, никогда не ложиться спать, не смывая, например, макияж, не смывая то, что на лице пыль, грязь, которая собирается целый день, снять макияж глаз, все вот это вместе приведет к тому, что внешний вид будет лучше. Сейчас очень много такой рекламы, ходить в салоны, принимать разные процедуры и так далее. Я не говорю, что это плохо, это, наверное, тоже приносит свои какие-то очень хорошие результаты, но не нужно забывать также о самостоятельной работе над собой. Также, друзья мои, немаловажный факт – это наша генетика. Нужно посмотреть, как выглядела бабушка, мама, вторая бабушка, да, как они выглядели, какие у нас, на кого мы похожи и, например, чья генетика преобладает в нашем организме. И это тоже имеет большое значение, потому что против генетики, против натуры не попрешь. Один может почти ничего не делать и выглядеть очень хорошо долгие годы, а другой будет тратить баснословные деньги на салоны, на косметику, на всю эту химию, всю эту индустрию, и в конце концов ему придется все вот это только затушевывать, закрашивать, а в момент, когда вы смываете макияж, у вас совершенно другое лицо, и что бы вы ни делали, может какие-то такие маленькие шажки к лучшему и будут, но все равно против натуры не попрешь. Поэтому
в некоторых случаях с некоторыми элементами в своем внешнем виде, наверное, нужно будет просто смириться и по-другому на это посмотреть, потому что не всегда все морщины, они, как сказать, трагичны, да, иногда другим морщины идут, и просто не обращать на это внимания, подойти к этому по-философски и, как сказать, найти радость в чем-то другом. И так как я затронула тему морщин, хочу сказать еще один такой свой лайфхак, как я слежу за кожей, чтобы на ней не появлялось большое количество морщин. Я прежде всего не выставляю лицо на солнце, где бы я ни была, на море или даже если выхожу в город летом, когда интенсивное солнце. Я купила себе пару шляп, одни я ношу за городом, они более такие, как сказать, пляжные, но у меня также есть шляпа, в которой можно выйти в город. И я скрываю, значит, оберегаю лицо от попадания солнечных лучей. Конечно же, я использую SPF, и то высокий, 30 или 50, вот в зависимости от того, где я нахожусь, но стараюсь даже пользоваться все время 50-кой, чтобы как можно лучше защитить свое лицо. И также летом я покупаю крема с SPF, чтобы всегда была какая-то даже минимальная защита. Если у вас, например, лицо склонно к пигментации, то обязательно нужно покупать кремы с SPF даже на протяжении года. Если, например, солнечная зима и у вас слишком большие вот эти пигментные пятна появляются на лице, зимой я, честно сказать, не пользуюсь такими кремами, только когда уже появляется солнце. И когда я выхожу на такое действительно открытое солнце, тогда я уже накладываю специальный SPF против солнца, 30, если или 50, вот, и слежу за этим. И на море, если я выезжаю на море, я никогда не выхожу без шляпы и не загораю, не выставляю лицо, никогда не выставляю лицо для загара. Я не хочу, особенно мне нужно, чтобы у меня было коричневое лицо. Для меня намного важнее, чтобы там не появлялись морщины, чтобы оно раньше времени не старело. И поэтому я вообще загаром не балуюсь. Вот. Для меня важнее бывать на свежем воздухе и получить дозу витамина D3, когда такой сезон, а не загорать до коричневого цвета. Кому нравится, конечно же, делайте. Но я, даже будучи на море, я никогда слишком не увлекаюсь загаром. Столько, сколько получится, столько и будет. Лицо закрыто, плечи, чтобы не сгорели. Вот. Я наслаждаюсь купанием в море, какими-то прогулками и тем, чтобы дышать свежим воздухом, но не выставляю свое тело вот на такую сковородку, особенно лицо. Поэтому вот такой лайфхак, если хотите иметь лицо в хорошем состоянии и не иметь слишком больших проблем, лучше его от солнца спрятать. Надеюсь, друзья мои, я никого не обидела своими рассуждениями. Конечно же, каждый делает так, как ему удобно, как ему нравится, как он себя лучше чувствует. И поэтому, кому чуждо то, что говорю я, делайте по-своему. И самое главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чувствовал себя на уровне, чувствовал то, что он носит, то, что он делает, и то, как он выглядит, нравится ему. Не обязательно, как говорят, вы не $100, чтобы нравиться всем. Главное, чтобы то, что вы делаете, было приятно вам. А остальные – это их проблемы, и вы не обязаны подстраиваться под других, чтобы им было приятно. Нужно сделать другому подарком на день рождения или комплиментом, каким-то приятным словом, хорошим поступком. Это да. А то, как вы себя чувствуете, конечно же, если своим видом вы не создаете какую-то такую очень провокационную ситуацию, которая будет действительно неприятна другим, а если то, как вы выглядите, вы прежде всего чувствуете себя в этом уверенно, комфортно и приятно, делайте так. Я очень надеюсь, что это видео принесло вам какое-то удовлетворение, что вы на минутку отвлеклись, побыли вместе со мной. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если понравилось, поставьте лайк, оставайтесь, подписывайтесь, заходите, общайтесь.
И всего вам самого-самого доброго. Будьте прекрасны, молоды, свежи, веселы. Красота спасет мир, не правда ли? Пока-пока.